Новый кандидат вместо Тен Хага. Мейсон Гринвуд в топ-клубе. Давид Алаба в Саудовской Аравии. Обмен Санчо и Рафиньи. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Ла Лиги. По данным Talksport, за 22-летним нападающим Хетафе, арендованным у МЮ, следят скауты Барселоны и Атлетико Мадрид. Ранее сообщалось, что Хетафе хочет выкупить Гринвуда в конце сезона. Информацию также подтвердил президент клуба Анхель Коррес. Мы не говорили о цене, мы хотим проанализировать ситуацию и посмотреть, что они предложат. Потому что в МЮ произошла смена акционеров. Но мы по-прежнему довольны нашими встречами и видеоконференциями. Пока слишком рано рассматривать вопрос о продлении еще на один сезон. Мы выполним соглашение. У нас есть часть прав, и мы можем выкупить остальное. Я очень верю в Гринвуда, сказал Коррес. Также напомню, что Хетафе имеет право на 20% от суммы трансфера, если МЮ продаст Гринвуда в другой клуб. Тоттенхэм не собирается отпускать своего полузащитника Джована Ло Чельса в Барселону, сообщает Сан Спорт. Известно, что каталонская команда собиралась заполучить 27-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Однако Тоттенхэму эта сделка не интересна. Также Ло Чельса интересовался турецкий Галатасарай. Давид Алаба интересен Аль-Иттихаду. По информации Релева, в конце лета саудовский клуб, за который сейчас выступает Бензема, сделал Алабе предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон. На данный момент австрийский защитник не планирует покидать Реал, поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне. Кроме того, Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды. Однако австриец не отклонил предложение Аль-Иттихада. Он сможет принять его в любое время, поскольку саудовский клуб не установил срок его действия. Соглашение Алабы с Реалом действует до лета 26-го. Грэм Поттер может получить возможность заменить Эрика Тен Хага в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед благодаря сэру Джиму Рэдклиффу. Сейчас Рэдклифф завершает согласование сделки по приобретению 25% акций Юнайтед, а также сэр Джим получит контроль над футбольными операциями клуба с Олд Траффорд. Таким образом, именно Рэдклифф будет решать, кто будет занимать должность главного тренера. И 12 поражений в 24 матчах этого сезона не могут не наводить сэра Джима на мысли об увольнении Тен Хага. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Рэдклифф не теряет время даром. Глава химкомпании Ineos уже провел встречу с Поттером, который находится без работы после своего расставания с Челси в апреле. Рэдклифф остается большим поклонником Поттера, несмотря на неудачный период на Стэмфорд-Бридж, и даже хотел пригласить Грэма в свою Ниццу. Ранее на этой неделе Грэм отказался возглавить Стоук из чемпионшипа. Грэм открыт к возвращению в футбол, но только ради важной работы. Что касается Тен Хага, то после вылета из ЛЧ и Кубка Лиги судьба Эрика во многом зависит от выступлений Юнайтед в Премьер-лиге, где Красные Дьяволы занимают только 6-е место, а в воскресенье играют против Ливерпуля. Наполи договорился о пролонгации трудового соглашения с Виктором Осимхеном. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, стороны согласовали продление контракта до конца сезона 25-26. Отступные по новому соглашению составят 130 миллионов евро. В текущем сезоне Осимхен провел за Наполи 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Барселона не собирается менять Рафинью на Джейдона Санчо, сообщает Сан Спорт. Каталонцы отклонили это предложение, поступившее от Красных Дьяволов,
которые намерены зимой расстаться с Санчо и еще рядом игроков. Джейден до сих пор отстранен от работы с первой командой МЮ из-за конфликта с Тен Хагом. Новый акционер МЮ, Джим Рэдклифф, проведет аудит в клубе. По данным The Independent, люди Рэдклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру. В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика МЮ, при которой у тренера Эрика Тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы. В Ман-Сити есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В МЮ Тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем. Трево Чалоба, вероятнее всего, покинет Челси в предстоящее зимнее окно. Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, аристократы больше не нуждаются в услугах футболиста. Клуб уведомил представителей игрока в необходимости начать поиски вариантов для продолжения карьеры. Отмечается, что на англичанина продолжают претендовать Тоттенхэм и Рома. Ливерпуль в январе намерен отозвать португальского полузащитника Фабио Карвалью из аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо. На данный момент футболист выступает за Лейпциг. По информации источника, мерсисайдцы начали переговоры с Лейпцигом о досрочном прекращении аренды. Ливерпуль не устраивает недостаточное количество игрового времени хавбека. Карвалью перешел в Ливерпуль в летнее трансферное окно 22-го из Фулхэма за 6 миллионов евро. Президент испанского Атлетико Мадрид Энрике Сереса рассказал о работе над контрактом с Антуаном Гризманном. Не думаю, что мы близки к новому контракту с Гризманном, но уверен, что если он должен продлить контракт, то сделает это. Контракты Коки и Эрмоса истекают в июне, мы ведем переговоры, время все еще есть. Приводит слова Сереса Фабрицио Романо. Фулхэм продлил трудовое соглашение с голкипером Берндом Лено. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации источника, вратарь продолжит выступать за Фулхэм до конца сезона 26-27. Стороны также включили в новое соглашение опцию продления контракта до лета 28-го. Узнал о предложении от клуба во время последнего международного перерыва. Я не стал долго думать и ответил согласием. Я сразу сказал, что хочу остаться здесь на долгий срок. Меня полностью устраивают амбиции клуба. Надеюсь, команда благодаря моей игре станет еще успешней. Приводит слова Лено пресс-служба клуба.